Всем привет, друзья! С вами Фувионыч, и второй раз я записываю это экранное время. Сегодня поговорим о Фликере и о аккаунте Pro. Зачем он нужен, для каких людей, для развития, что дает именно Pro аккаунт, как попадать в Explorer регулярно. Ну и, собственно говоря, давайте приступим. Что же такое лента Explorer? Лента Explorer — это лучшие фотографии со всего света, 500 фотографий каждый день отбираются. Если пролистать работы, которые на данный момент сегодня, то вы увидите, что большое количество людей имеет вверху значок Pro. Некоторые не имеют, но некоторые имеют. По статистике примерно 2% из не про аккаунтов попадает в Explorer. Это не официальная статистика, но примерно, я считаю, от 2 до 5%. Несмотря на то, что кажется, что здесь половина примерно не про аккаунтов, вы должны понимать, что про аккаунт попадает регулярно от 16 до 25 дней. Поэтому люди, которые с про-аккаунтами постоянно попадают, размешиваются с огромным количеством людей. Это сотни тысяч людей, которые не имеют про-аккаунта и попадают очень редко. То есть, соответственно, человек может попадать 20 раз в год, а без про-аккаунта один раз в год или максимум 2 раза. И бывает и раз в 2 года. Что же дает статистика? Что же дает про аккаунт, я оговорился, да? Вы можете посмотреть на моем аккаунте, есть раздел статистики. Открывается статистика именно в про аккаунте. Стоит он порядка $70 в год. Открывается и дает вам развернутую статистику. По каждому дню вы можете посмотреть, сколько фотографий, какие фотографии набирали. Ну вот откроем сегодняшний день. Мы видим здесь фото, общее количество, фотострим, количество альбомов, коллекции, галереи. В сегодняшний момент вот Самсара, фотография, которую я сделал с дрона с высоты где-то 10 метров. Она немного, не имеет пока комментариев. Дальше идет круговая статистика, общее количество в сегодняшний день. Ну и как бы откуда просмотрены. По поиску 45%, в фотостриме 16%, в мобильных устройств 15%, 8% понравились. Дальше, собственно говоря, идет список, общее количество фотографий и просмотров. Значит, 6 миллионов 200 тысяч просмотров тотальных за все время существования с 2017 года. Ну и, собственно говоря, из фотострима 22 тысячи из них. Дальше общий список по рейтингу за все время, фотографий, которые попали, да. Ну, вот первая фотография на первом месте сделал я. Место такое в Плакес, есть Калини Одиссея. Легендарное место, большим описанием. Ну и, соответственно, количество комментариев здесь тоже приличное. Ну и линейный график, который позволяет вам увидеть фотографии, видео, сколько количества, какие в привате, какие нет, какие открыты для семьи, какие для друзей, количество альбомов, групп, теги, геотеги. Ну и, собственно говоря, ну это не основная развернутая статистика. Основная развернутая статистика открывается, когда вы заходите как с обычного устройства, с браузера. Ну вот смотрите. Сейчас я покажу. Закрыл сам. Ну, в свернутом виде вот так она выглядит, да? Общее количество, такие диаграммы. Ну и дальше, собственно говоря, то же самое, что я вам рассказывал, только за нескольким исключением. Есть такая линейка, да? Неудобно, кстати, надо было на полэкрана сделать. Значит, ну вот смотрите, значит, первое, что получается, когда мы открываем, это поиск. Сейчас сожму. Значит, в поиске 45%, и этот поиск осуществляется именно не по тегам, а по описанию, друзья. Вот эти слова, например, From Russian with love, позволяют нам увидеть, что фотографии, которые здесь участвуют, их множество моих фотографий здесь в этом списке, да, только из-за того, что там стоит в описании Russia. Да, что-то мне не нравится, как открывается. Давайте зайдем вот таким вот образом. Так будет лучше. Вот смотрите дальше. Ну и здесь в порядке убывания вы видите те словосочетания, которые нужно вам, друзья, добавить в описание ваших фотографий, чтобы попадать. И вот первые вот эти 10, 10, 10, 10, видите сочетание. Есть с Греции, есть Wife, есть Russian. Эти слова есть, и, соответственно, они поднимают ваши фотографии. Поэтому чем больше вы делаете описание, особенно тематические какие-то вещи, Санкт-Петербург People, да, тоже вот такие вещи, да.
Вот видите, в линейке фотографий 247 фотографий искали. Это все поиск. Дальше, если пролистать поиск, то мы попадаем на следующий раздел. Это фотострим. Это линейка, которую могут прокручивать люди просто ваши фотографии или прокручивать в тумблере. Флуидер, без регистрации, люди, которые смотрят без регистрации во Flickr. Значит, мобильная версия. С мобильных версий, видите, 15% людей посмотрели. Это сегодняшний день. Учитывайте, что всего 1200. Впереди пятница, друзья, выходные. Возможно, у кого-то будет Explorer, так же, как у Сергея, который умудрился за 2 месяца попасть в Explorer уже. За месяц попасть 2 раза в Explorer. Благодаря тому, что он сделал про аккаунт. Ну и, собственно говоря, видео это тоже записано для тех людей, которые еще думают, делать про аккаунт или нет. Дальше с iOS девайсов. Да, 85% людей смотрели с Apple. Это очень интересно. 15% всего за Android. Но я думаю, что это связано с Европой, потому что сейчас в Европе утро-день, а вот вечером будет множество людей из других стран, и, соответственно, мы увидим, как бы чаша весов будет сдвинута. Ну, фавориты, да, то есть, собственно говоря, это тоже запросы. Следующее. Собственно говоря, то, что я говорил, да, это аккаунты. Дальше это сами фотографии с упоминанием пути. Ну, например, откроем вот эту, да, мы можем посмотреть, что это за фотография и откуда вот с этой фотографии перешли на мою. То есть можно понимать, да? Сбросилось все. Внимательно изучив, вы обнаружите, что есть раздел People. То есть, если вы кого-то отмечаете или себя отметите, я обычно себя. Ну, вот видите, 3% моей фотографии отмечены, собственно говоря, Listnwave мой аккаунт. И по этому поиску кто-то искал. Следующие теги. Их, видите, всего 1%. Всего 1%, не 45%. Поэтому теги в Explorer с этого года, с прошлого года уже не так работают. Тегов я ставлю много, но могу сказать, что, во-первых, нужно попасть в тренды тегов, во-вторых, сделать описание гораздо проще, потому что современные эти устройства поисковые уже умные, и они по описанию определяют, о чем фотография. И по тегам видно, Павел, ну я сказал, скорее всего, Павел Март, 31% было запросов именно по Павлу Марту, поскольку я упоминал его продвижение аккаунта, ну вот это дало результаты. Ну и дальше остальные теги посмотрите. Следующее это группа. У меня порядка 300 групп, хотя есть ограничения от 30 до 60, но у меня больше 300. Но в качестве вот таких пилотных групп я рекомендую людям, которые занимаются именно таким жанром, как я. Например, группа Life Journey. Она трехуровневая, четырехуровневая. На первом уровне заходят здесь порядка 4000 участников. На втором уже там в 2 раза меньше. Ну и на третьем уровне остается там 500. В каждом нужно набрать порядка 5 понравившихся фотографий, чтобы люди отметили 5 человек. И вы можете перейти на следующий уровень. Группа такая, как типа пирамидки такой. Ну, очень интересная для продвижения. Я думаю, что рекомендую вам эту группу. Есть другие группы, их множество. Explore. Здесь одна всего фотография сегодня. Ну, можно посмотреть, я, в принципе, знаю предыдущая, которая у меня была в Explorer. Следующие нули стоят соцсетей, поскольку он тоже собирает Flickr статистику соцсетей. У меня в Фейсбуке я, по-моему, не размещал, но на данный момент, на сегодняшний день, Facebook мой не смотрели эту фотографию. С правой стороны вы видите линейный график общих фотографий, тегов, групп, альбомов, количество в статистике. С верхней части это за день лучшие фотографии по количеству, причем вы можете сортировать их не только по просмотрам, но, например, выбрать звездочку, сортировать их по количеству отмеченных. То же самое здесь. Если у вас вариант с правой стороны фотографии, которые за все время по количеству просмотров, вы можете выбрать их, отсортировать их под количество нравившихся. Видите, здесь совсем другие фотографии, они в другой последовательности. И с правой стороны по комментариям. Да, вот, например, есть такая фотография, 11 тысяч всего просмотров, но комментарий 143, больше всего. Зеленые такие грибочки, которые я снимал. Нажав на нее, вы увидите ежедневную статистику по каждому дню. Сколько смотрят конкретно эту фотографию. И точно так же можете уже определить, что действительно выбрать какой-то день определенный, да, и увидеть более точную статистику. Статистика дает вам возможности увидеть, что людям нравится, что они смотрят,
действительно, что им интересно. Ну и вы, если будете реагировать, то, соответственно, и получите развитие. Ну и статистика вам как-то мотивирует тоже. У обычных пользователей, которые не пользуются Pro-аккаунтом, все гораздо проще. Они видят, конечно, общее количество фотографий, видят количество подписчиков своих, но вот этих графиков никаких у них нет, поэтому у них нет таких возможностей. Например, вот на этом графике вы можете посмотреть общий график, например, за вот этот месяц, фавориты, да, или там комментарии точно так же. Статистика действительно вещь крайне полезная, и могу сказать, что пользуйтесь ей, друзья, и тогда будете попадать в Explorer регулярнее гораздо, по моему мнению, в 50 раз чаще, если люди, которые не пользуются. Если меня смотрит Павел, другие люди, которых я привел во Flickr, я думаю, что они понимают, о чем речь. И здесь общее время пребывания во Flickr очень важно, ваша активность, но могу сказать, что Flickr, компания, которая содержит серверы, арендует серверы, это все достаточно дорого, поэтому Pro-аккаунт позволяет им поддерживать это все на плаву, развивать вас, продвигать в какие-то группы. Ну и, собственно говоря, отношение к людям, которые уже платят за что-то, оно совершенно другое. Как мой говорил отец покойный, владеешь тем, за что платишь. Поэтому, собственно говоря, и результаты совершенно другие, если вы на Pro-аккаунте. Я надеюсь, что мое видео вам понравится, какую-то вы пользу от него получите. И если вы смотрите мой Инстаграм, посмотрите. Но, конечно, самое главное – это Flickr. Поэтому для того, чтобы попадать регулярно в Explore и набирать десятки тысяч просмотров каждый день, получать заряд энергии, мотивацию, друзья, пользуйтесь статистикой, делайте Pro-аккаунт, и все у вас получится. И те люди, которые ежесекундно добавляют туда какие-то фотографии, вот видите, сегодня они тоже оценят ваши условия, ваши усилия по развитию и помогут вам обрести. Да? Вот Эрик, например, я его упоминал, занимается во Франции съемкой волны, постоянно мне пишет тоже комментариев, у него большое количество подписчиков, вот 34 тысячи. Ну, собственно говоря, и все у вас получится, да, и вот моя лента сегодняшняя, да, вот сейчас день, все уже просыпаются. Ну, березка моя понравилась. Самсара. Желаю вам, друзья, всем хорошего дня. Делайте Pro-аккаунт. Пользуйтесь фликером. Получайте удовольствие. И все у вас получится. С вами был Фавионыч. Пока.